Здравствуйте, мои дорогие друзья, представители знака зодиака Дева. Второй прогноз. Что скрыто? Тайное, что прояснится? Знаки судьбы. Чего вы пока не видите? Но это случится. Второй прогноз на декаду на 10 дней с 1 по 10 января 2026 года. Давайте узнаем, что происходит за вашей спиной и что все-таки будет прояснено или постепенно хотя бы проясняться с 1 по 10 января. Но я бы все-таки сказала, что скорее дистанция будет подольше, подлиннее. Ретро-уран у нас в Тельце, и вы, кстати, это можете чувствовать как-то по-особенному, потому что вы, как и Тельцы, принадлежите к знакам зодиака стихии Земли. Так вот, ретро-уран до 4 февраля. И более того, он еще останется после 4 февраля в Тельце, но перейдет в прямое движение. Как минимум до конца апреля мы будем определяться с какими-то вопросами. Но вот, наверное, начало февраля и весь январь. Здесь может что-то шаг за шагом проясняться. Ну, либо вы сами будете что-то прояснять. Но я могу предположить, что это как в растяжку, да, ну как-то не очень быстро может происходить. И в данном случае Уран уже вернулся, последний заход такой делает в Тельце для того, чтобы помочь знакам зодиака стихии Земли и воды, ну всем, конечно, нам, да, по какой-то прежней ситуации именно добиться ясности, расставить какие-то очень важные акценты, аккорды, какие-то заключительные словно сыграть, но на знаки зодиака стихии Земли и воды, как я сказала, это имеет особое значение. Поэтому и вы можете чувствовать это как-то по-особенному. Может быть, это какая-то очень важная тема в вашей жизни будет проясняться. Итак, давайте будем смотреть. Первые три карты, три знака судьбы. Чего же вы пока не видите, мои дорогие девы? О чем вы пока и не догадываетесь, и не предполагаете, а это случится. Чего вы не замечаете, но это вот как вокруг вас и вот-вот произойдет. Тайное, да, мы спросили, поэтому следующую карту мы конкретно, так что же будет проясняться, что будет происходить, к чему быть готовым. Что уйдет или что-то завершается. Возможно, и вы сами что-то завершаете или отказываетесь. А что придет? Что нового спешит на ваш порог? Или кто? Почему бы и нет? Кстати, тот период, когда могут люди из прошлого возвращаться, это не обязательно та персона, о которой вы думаете. Это может быть кто угодно. Даже по какому-то вопросу, который мы, прежде не смогли решить, или что-то там у нас не стыковалось. Может быть, люди так вот, они видят, что, у кого-то там, да, складывается такая ситуация, которую человек не решит без вашего участия, мои дорогие. Давайте посмотрим по основным сферам жизни. Чего ждать с 1 по 10 девам в сфере любви и личной жизни? Что ждет в сфере финансов? И что ждет эта сфера работы, достижения? У кого-то документы, у кого-то и планы туда, или какие-то важные встречи, согласования. Итак, первая карта. Чего вы не видите? Туз жезлов. А вы можете получить какое-то известие. Иногда это именно с новостью какой-то происходит, когда словно, знаете, такой толчок или какой-то триггерный момент, но это добрая карта, потому что по ней идут возможности или шансы. Но до этого времени мы как будто не видели, а тут у нас вдруг глаза открываются. Или когда вы, может быть, и ожидали какой-то важной бумаги, и вы ее получаете. И для вас это уже означает, как новый совершенно какой-то этап вашей жизни. Потому что по тузу жезлов туз словно делит нашу жизнь на период до и после. Чего вы не видите еще? А вы правда чего-то не видите? Восьмерка мечей, карта искаженного восприятия. Давайте, то есть много философии какой-то тут у вас. Может быть и много ответственности. А может быть на кону уж стоит что-то важное. Десятка жезлов. Ну вот завершить какую-то ситуацию вам нужно красиво. Может быть, уже были договоренности, может быть, предварительное какое-то обсуждение, согласование, тут у кого что. И вот вы сейчас ждете именно, да, как какой-то срок должен пройти. Получится, не получится. Тут я понимаю, что получится. Ну-ка еще, что это такое, что вы не видите? Ну, в принципе, рыцарь жезлов вообще говорит, будь готов
как и к динамике жизни, так и к неожиданностям. Может быть для вас, мои дорогие девы, ну вот так вот буквально с первых дней января что-то как закрутилось, да, или как колесо судьбы, да, или какая-то ситуация у вас начинает как раз продолжаться, или, может быть, обрастает какими-то новыми вариантами, новыми возможностями. Кстати, по этой карте тут ведь скорость проигрывается, поэтому, может быть, вам придется куда-то быстро отправиться, так вот себя собрать и куда-то поехать для того, чтобы с кем-то вести переговоры. Или увидеть что-то в конкретной местности, да, как в разведку съездить. Вы можете точно так же получать какую-то информацию. Но вот эта динамика, с одной стороны, это нас завораживает, с другой стороны, это еще как неожиданность. Мы еще пока не знаем, как это дальше разовьется, с чем это связано. Ну, тут как миссия какая-то у вас на кону. Карта страшного суда, но я надеюсь, все понимают, это не про страшный суд. Это момент перехода между прошлым и будущим. Я только что об этом сказала. Какие-то судьбоносные события. Карта старшего аркана будет действительно говорить о том, что не совсем это 10 дней. Это скорее то, чем вы занимались, может быть, в 2025 году, может быть, в конце года. Но вот шаг за шагом вы к какому-то итогу подходите. По сути дела, по страшному суду, это, знаете, как возрождение. Вот какая-то тема, которая вам в жизни приносит новые возможности, какой-то новый жизненный этап. Это на пороге практически. Это не значит, что ну, завтра это произойдет. Но шаг за шагом вы будете идти к этому. Ну, давайте откроем, чего вы не видите, еще одну карту. Ну, как будто девы заняты вот какой-то своей рутиной. Чего вы не видите? Скорее, тут какая-то денежная ситуация, может быть, сложная, когда вам приходится экономить кому-то и так. Или когда вам приходится, словно, да, по двойке пентаклей, это жонглер. Ну, вот какое-то время вот как жонглировать. Может быть, и буквально, когда мы финансово, ну, где-то ужимаемся, потому что понимаем, ну, нет, вот есть какой-то предел, мы за него не можем выйти. И это изрядно надоело, а на кону стоит изобилие процветания. Да, эта карта иногда, я ее все же называю картой эгоиста, потому что как раз у нас все есть. И вроде как нам никто и ничто нам уже не нужно. Ну, может быть, это такая подсказка, что договариваться придется. Тут наше собственное эго для того, чтобы не упустить какой-то возможность или шанс, скорее всего, придется где-то причесывать. Но, в принципе, на кону стоят, ну, такие достаточно хорошие деньги. Может быть, это касается либо работы, либо получения должности, либо, может быть, и две работы у кого-то, да, и все направлены, понятно, на что, на увеличение финансового дохода. Чего вы еще не видите? Вот какие-то сомнения. Вот смотрите, тут как высшие силы взяли над вами шефство, в хорошем смысле. Но вот, видимо, вот эти сомнения, да, когда мы не то себе верим, не то не верим, не то получится, не то не получится, не то вроде бы может быть ситуация сама по себе. Шаг вперед, а потом обратно шаг назад. Вот какое-то топтание на месте может быть, но тогда приготовьтесь, что совсем скоро, как будто динамика вашей жизни будет настолько быстрая, стремительная, что вы сейчас даже предположить не можете. Но, скорее всего, вот какая-то история, две двойки, да, которая у вас затянулась, может быть, надолго. Скорее всего, скоро вот-вот придет как к разрешению. Что это? Может быть, это и касается личной жизни. Или, я бы сказала так, какого-то ожидания. Ну, давайте мы узнаем. Так а что же там прояснится в конечном итоге? Ну вот снова нам говорят, какая-то зависшая долго ситуация, из которой выход, знаете, как бы, это всегда говорю, представьте, вот как Т-образный перекресток, ехали, уперлись в стену, дальше так же мы не поедем. Направление приходится менять, нам либо направо, либо налево. Вот у вас еще какой-то выбор будет. Как интересно. Но это для вас означает, что девятка мечей вот собрали. Ну, как-то так у меня получилось.
Достать 2 карты, которые показывают искаженное восприятие, как и по восьмерке мечей, девятка мечей– это внутренние страхи. Может быть, это у кого-то напрямую вопросы, связанные с бессонницей. Иногда инсомния проходит по этой карте, которая вас замучила. И, может быть, это не сама по себе инсомния, а это именно какая-то тема, по которой вы думаете и днем, и ночью. Но ночью нужно отдыхать, потому что если мы не отдохнули, уставшие люди делают ошибки. Но вы явно переживаете по какому-то вопросу, который на данный период времени именно как какой-то тупик. Так а что же прояснится? Да прояснится. У каждого по-своему. Королева Пентаклей. Не достаю больше карт, поскольку у кого-то мы все разные. И с учетом еще королевы чаш. Здесь, знаете, может быть, конечно, вопросы финансов, безусловно. Вопросы кредитов, вопросы недвижимости, дома, вашего места пребывания, вопросы личной жизни. Иногда по королеве это наши близкие, супруги. И неважно, кто меня смотрит, девочки или мужчины. Может быть, именно личная история здесь тоже решается. И где-то по королеве Пентакли это та, которая умеет из любого бардака и хаоса, я часто говорю, отстроить порядок. Вот вам нужно что-то стабилизировать. Но пока вы к этому приступите, есть какой-то пункт в вашей жизни, который должен быть однозначно определен. Не вот такой вот задвоенный или подвешенный, или какое-то время, может быть, вам и приходилось быть, словно сидеть на двух стульях. Неудобно, надоело. Висеть вот словно вот в таком положении тоже неудобно. Какая-то неудобная, надоевшая ситуация. Она должна быть вами решена, мои дорогие. Но тут его величество либо случай, но я больше вижу так, что это вы что-то сделали прежде, очень правильно. Может быть, не так быстро развиваются события, возможно, вы ждали этого эквивалента как-то, ну, побыстрее. Но, видимо, в январе, как, знаете, колесо истории. Может быть, оно такое где-то часом проржавело, но, тем не менее, оно начинает раскручиваться и постепенно набирает обороты. Что идет? Ну, вот эта карта праздника, иногда по тройке чаш, это, знаете, могла быть какая-то, вот если мы говорим, двойственная, да, позиция, приходилось сидеть на двух стульях, как будто быть между двух огней, да. Почему иногда мы говорим любовный треугольник, ну вот когда третий лишний, вот какая-то ситуация, в которой третий лишний, она уйдет. Вам кто-то мешает, мои дорогие. Я хотела сказать, но потом решила, ну, дай-ка я посмотрю дальше, потому что есть такой момент, по крайней мере, в моих раскладах, когда выпадает 2 королевы и больше, сплетни, банально. Много разговоров, пересудов вокруг вашей персоны. И вы об этом не знаете, вы можете этого не замечать. Ну, вот как-то так. Но также мы можем сказать, что вы чем-то будете все-таки на перспективу довольны. Это может быть и не обязательно в эти 10 дней, снова повторяю, но вы решите какой-то вопрос, мои дорогие девы. Будет у вас праздник, и вот это задвоенная ситуация, как будто, да, между двух огней. Или словно сидеть вам приходилось на двух стульях. Вот это уходит. Что придет взамен? Радость. Какие-то позитивные эмоции, больше оптимизма. По рыцарю чаш нам тоже говорят: ты тут тоже, дева, не замечтайся, потому что нам что-то говорят, то, что нам приятно слышать. Нам, может быть, комплименты, какие-то подарки, какие-то бонусы или, ну, даже мужчинам, да, ну, какие-то комплименты, которые повышают нашу самооценку. Но карта не говорит, что это будет продолжаться долго. Взамен это приходит, вас это вдохновляет, и для вас, вот, наверное, после искаженных восприятий, после какой-то затянувшейся очень долгой истории, вам это совершенно необходимо. Как настроиться на новую волну. Но сказать, что это будет длиться долго, по этой карте я не могу. Ладно, пойдем дальше. Чего ждать? Любовь и личная жизнь. Я не вижу тут каких-то перемен. Именно с 1 по 10 умеренность. Но все так, как было. Наверное, как у вас складывалось до этой поры, то, в принципе, в вопросах пары, может быть, да, ну, может быть, кто-то и хочет завершить одиночество. Но тогда я могу предположить,
Есть какие-то вопросы или темы, которые вас могут отвлекать, может быть, и так, связанные с работой или с какими-то, ну, другими делами, да. И поэтому, по крайней мере, без изменений. Чего ждать в сфере финансов? Король чаш. Может быть, и есть конкретная персона, с которым вы или с которой вы взаимодействуете. У нас вообще-то пара выпадает. И поэтому у кого-то из вас это могут быть деньги партнера. И неважно, кто меня опять же смотрит, девочки или мужчины. Деньги партнера или какое-то взаимодействие, да, между двумя людьми. Ну, я так могу предусмотреть. Или это может быть, если мы об астрологии, хотя я не привязываюсь, но тем не менее, иногда у кого-то и совпадет. Это люди, которые рождены под знаком зодиака стихии воды. Рыба, рак, скорпион. Может быть, есть конкретный человек, который, ну, у вас тоже с ним взаимодействие, от него зависит. Может быть, эквивалент той суммы, которую вы получаете. Но я бы сказала, для всех, каждого из вас, мои дорогие девы, как будто деньги есть, деньги будут, нам об этом говорили. Но быть рачительным хозяином, не скупердяем, нет. Но тут у вас что-то будет меняться. И ведь нам выпадала уже королева Пентаклей. Стало быть, тут как-то грамотно вам нужно. Действительно, может быть, кому-то и приходится экономить или урезать себя, говорить самому себе, что нет, подожди, тут вот пока этому не время. На кону что-то большее, важное. Ну и переключаться между двумя энергиями. Ведь чем силен король чаш? Он почти как маг и волшебник, потому что если маг, мы говорим, 4 стихии в руках, у короля чаш минимум 2. Это чувство, чаши. И материализм, он всегда изображен либо на постаменте, либо на какой-то твердой основе, да. То есть вот это прообраз материализма, на котором базируется его благополучие. Поэтому в вопросах материальных не добавлять эмоций, не создавать себе путаницу, а вы можете добавлять, поэтому вот где-то там вот эти карты восьмерка мечей, девятка мечей и проскочили. Но и когда наоборот касается именно чувств и любви, не добавлять туда сухого прагматизма тоже. Но на деньги тут как будто что-то стабильное тоже. Вот не тут больше касается, я бы сказала, какой-то вашей перспективы. Ну давайте мы еще одну карту. Что с 1 по 10? Деньги. Ждать? Карта отшельник. Как будто и деньги не нужны. Не, ну я утрирую, конечно, но отшельник — это же дервиш, мудрец. Главное, чтоб никто не мешал. Основной девиз отшельника. И ему таки никто и не мешает. Вот вам никто не будет мешать. Какой-то ваш план. Может быть, какой-то очень такой серьезный план или какую-то возможность. Тут, знаете, как мысли, они не совсем о деньгах. Тут что-то более весомое стоит на кону. Ладно, давайте узнаем по сфере ваших достижений, что ждет. Какая-то дорога ждет, заслуженный успех, мои дорогие, ждет. Это да, успех он тоже не завтра, потому что мы еще должны пройти какой-то путь. Мы уже с вами говорили, карта подтверждает. Может быть, для этого вам придется куда-то поехать. Какие-то важные встречи, переговоры. Решиться вам на что-то надо будет, потому что самое главное и сложное по этой карте нам сделать первый шаг. Для кого-то из вас это изучение. Или изучение каких-то приобретений, конкретных навыков. Иногда я говорю, что это желание работать из любой точки мира, да, например. Потому что тут всегда пространство, эфир, интернет. То есть, может быть, для кого-то это актуально. Для кого-то это работа с командировками. Или вы рассматриваете какие-то варианты, а у кого-то просто вот именно какие-то важные персоны, с которыми вы должны встретиться, чтобы что-то согласовать. Может быть, вам и на это и сначала решение надо принять, а потом решиться, чтобы сделать этот первый шаг. Ведь по этой карте мы отплываем от того, безжизненного берега или какой-то выжженной пустыни, прошлое, да, где ничего не растет. Перекладывайте на себя, мои дорогие любимые девы. А я благодарю за то, что вы смотрите мои видео. Пишите мне такие волшебные комментарии. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал. Читайте мои публикации. В описании под видео я оставлю ссылки на телеграм-канал, ну и на основные последние статьи моего сайта. Переходите, читайте. Там есть коридор возможностей, кармический декабрь.
Я думаю, подсказок будет больше. А я вас люблю, и вы будьте счастливы, будьте любимы всегда.